Я не поехал в Европу, в эту холеную, изнуренную сытостью и непониманием современных проблем с их супермаркетами, с их музеями, с их слоняющимися по улицам толпами туристов. Я поехал в Северную Корею, в Пхеньян, в эту небольшую и загадочную страну, в эту терра инкогнито, которая вот уже много лет существует на границе с моей родиной, оставаясь при этом непонятой, закрытой и оболганной. Над Северной Кореей сгустились тучи лжи, клеветы, непонимания. Запад, Америка интерпретирует ее как страну-изгой, как страну маленькое чудовище, как страну, где льется непрерывно кровь, страну, которая попирает все признаки, принципы человеческого существования. Ее демонизируют, ее готовят к удару, ее готовят к истреблению. Мне хотелось пересечь эту границу и понять, с каким же соседом мы сожительствуем на Дальнем Востоке. И мне, как исследователю, писателю, культурологу, хотелось побывать в этой стране и понять, что это за страна, Корейская Народно-Демократическая Республика. И вот я в Пхеньяне. Пхеньян – это не город трущоб. Это не город прямолинейных, одномерных, унылых домов. Пхеньян – это прекрасно спланированный город, который, казалось бы, выстроен одним ударом, одним разумом, одним творящим порывом. В нем огромное количество высотных зданий, почти небоскребов. И каждый из них неповторимо. Они разнятся своей формой, пластикой, высотой, сверканием стекол. Проспекты широки, усажены деревьями, множество цветов, самых разных, алых, зеленых, золотых. Площади широкие, полные воздуха, ветра, окруженные дворцами. Дворец культуры, дворец музыки, дворец политики, дворец молодежи. Это страна библиотек, театров, страна непрерывного, казалось бы, бесконечного, длящегося дни и ночи творческого труда. Я побывал в оперном театре, где слышал корейских исполнителей, которые исполняли лучшие образцы мировых опер. Я побывал в университете, великолепном здании, окруженном лесами и рощами, с потрясающей красотой помещений и объемов, высланных мрамором, в электронной библиотеке, где рядами, бесконечными рядами, стоят компьютеры. И студенты, и аспиранты, садясь за эти компьютеры, за эту электронную библиотеку, могут пользоваться самыми современными книгами по физике, ядерной технологии, механике, на английском, французском, немецком, итальянском языках. Здесь, в этой библиотеке, в этом университете, я понял, что существует слой, существуют студенты, существует новая технократическая корейская элита, которая способна производить такие великолепные изделия, созвучные 21 веку. Я был на заводе. Это был простой, на окраине Пхеньяна, завод, производящий провода, вытягивающие провода алюминия и меди, потому что страна продолжает строить электростанции, нуждается в линиях передач. И хотя само производство было абсолютно незатейливым, хотя и осуществлялось на иностранных станках, на финских и на германских, сама атмосфера этих цехов меня поразила. Это был просторный, длинный, светлый помещение, украшенный дизайном, который абсолютно коррелировал с самим производством, самим духом этих трудовых процессов. Корея не страна продовольственного изобилия. Это страна с очень небольшим, ограниченным количеством пахотных земель, где каждый клочок этой земли возделывается. И каждый рисовый росток, каждый рисовый кустик ценится на вес золота. И последние годы сельское хозяйство Кореи поражали неудачи. Шли ливни, то засухи, то бури. И несмотря на эти непрерывные напасти, сельское хозяйство Кореи производило продовольствие в количестве достаточном для содержания больших городов, для того, чтобы не было в стране голода. Можно подумать, что я попал в рай земной. Нет, совсем нет. Это очень жесткий, очень строгий режим. Это режим со множеством ограничений. По-видимому, я
в прошлом советский, а сейчас российский человек не смог бы жить вот в этих жестких нормированных условиях. Меня опекали. Со мной было сразу по несколько чиновников. Быть может, некоторые из них служили в безопасности. В Северной Корее нет интернета. В Северной Корее невозможно по мобильным телефонам связаться с другими странами, с другими гражданами мира. В страну не приходят газеты. Информация крайне ограничена. И это может возмущать, это может удивлять, это может вызывать протест. Но не торопитесь с этим. Северокорейские власти очень прагматичные, очень осторожные, очень мнительные и осмотрительные создали этот режим чрезвычайной жесткой опеки над населением. Северная Корея – страна очень близкая нам территориально. Сегодня, когда Россия выдерживает напасти и давление Западом, когда усиливаются санкции, когда прерываются деловые контакты, естественно, что она устремляется на восток. Восточный вектор России становится, быть может, доминирующим вектором нашей международной политики. Путин едет в Китай. Путин свой первый визит в качестве президента нанес не куда бы то ни было, а в Пхеньян, в Северную Корею. Поэтому очень важно понять эту страну, понять ее людей, понять психологию власти, понять таинственную философию и учение, так называемое учение Чучхе. Смысл этой философии в том, что в центре всего стоит человек. Человек могущественный, его возможности безграничны. Он воздействует на окружающий мир и способен трансформировать его почти полностью. Однако это могущество человек черпает в коллективе, в обществе, в народе. Он отдает обществу все свои способности, все свои данные, возможности, таланты до конца. Общество, как огромная чаша, принимает в себя ручейки вот этих дарений. И оно, это общество, складывает эти дарения в огромный потенциал, в огромную творческую плазму и возвращает ее человеку, личности, создавая из него гиганта. Вождь в понимании северокорейского человека практически сверхчеловек. Говорят, что о Ким Ир Сене было сказано: Ким Ир Сен ниспослан нам небом. Сам же Ким Ир Сен, говоря о народе, учил: мы должны поклоняться народу как небу. И в этом таинственный, небесный, космический смысл всей философии Чучхе. Философию Чучхе невозможно, на мой взгляд, понять разумом, понять рациональными усилиями. Ее постигают эмоционально, психологически, через порыв, через веру, через экзальтацию. Говорят, что когда скончался Ким Ир Сен, в этот год, в это время в Корею прилетели журавли на 2 месяца раньше и наполнили все небо, все пространство Северной Кореи своими рыданиями, своими клёкотами, своими печальными возгласами. Вообще корейские вожди называются в народе солнцами. Ким Ир Сен – это солнце. День его рождения празднуется как День Солнца. Вот этот культ вождя, это обожание вождя, эта мистика вождя находит свое воплощение во множестве монументов, статуй, эмблем, наполняющих активное социальное пространство Пхеньяна и всей Северной Кореи. Когда я приехал в Пхеньян, я подошел к подножью гигантских скульптур, 2 грандиозных, отлитых из бронзы статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, 2 уже покойных вождей. И они своей огромностью напоминали мне статуи Бамиана, высеченные в гигантских горах. И люди подходили к этим статуям, к подножию этих статуй, маленькие, обожающие, склонялись в поклоне, клали цветы своим кумирам. В философию Чучхе органической частью входит философия победы, религия победы, религия события, в котором небольшой корейский, северокорейский народ одержал 2 грандиозные победы.
Первое над японскими оккупантами, которые захватили Корею, мучили и терзали народ. И вторая победа над американцами, которые стремились захватить Северную Корею и уничтожить красный коммунистический режим Северной Кореи. Эта религия победы особенно ощущалась мною на 38-й параллели, куда я приехал, чтобы посмотреть эту разграничивающую две Кореи линию. Поселок Памянджон, где состоялось подписание акта о примирении, завершившего собой эту кровавую, страшную войну. Это победа над американцами, над японцами является одним из глубинных философских смыслов мобилизационного режима Северной Кореи. Безопасность дороже всего. Победа – это мистический акт, из которого севернокорейский человек черпает вдохновение, которое компенсирует ему труды, ограничения и непрерывное нервное и психологическое напряжение. Перед отлетом из Северной Кореи я встретился с товарищем Ким Йен Намом. Это председатель местного парламента. Это второе лицо в государстве. И я спросил его: скажите, совсем недавно, когда шло голосование в Организации Объединенных Наций, вы, северокорейцы, поддержали присоединение Крыма к России. Что заставило вас так поступить? В чем были мотивы, побудившие вас поддержать нас? И этот пожилой, умудренный, очень осторожный человек сказал: мы считаем, что в Крыму живут русские люди. Мы считаем, что все русские люди должны жить вместе. Мы полагаем, что предпринимаемые Путиным усилия по улучшению жизни в России, по укреплению ее военной и политической мощи справедливы. И поэтому мы всячески поддерживаем сегодняшние устремления России.